Счастья и счастливый вам всем приветик, ромашковый приветик. Знаете, сегодня какое сегодня состояние? Вот, ну, я думаю, у многих такое бывает. Бывает такое. Не так часто, но бывает. Приехала взять, как всегда, там в одно место, где я люблю, приехала взять чашечку кофе. Взяла кофе. Невкусно. Заказала там у них круассан. Всегда у них заказываю круассан. Невкусный. Ну, я там все дела сделала, которые мне надо было. Там сходила куда-то что-то вам покажу, что-то купила. И думаю, поеду в один французский магазин. У меня сегодня никаких гостей, никого угощать ничего не надо. Думаю, поеду себе куплю там, ну, что-то такое прям, немножечко что-то каких-то delicious всяких там. Того немножко себе по ланч сделать там. Ланч, обед, как назвать, пообедать. Ну, приехала в этот магазин. Что-то такой салатик один какой-то, 1,5 ложечки такого салатика, такого салатика, такого салатика. Вот такой маленький вообще там какой-то кусочек рыбки. Ну, что-то. Приехала домой. Села обедать. Ну, ланч обедать в 12:30. Невкусно. Салаты невкусные. Рыба вообще какая-то. Рыбка там вот такой кусочек. Вообще никакая. Ну, а я еще после этого заехала на рынок. У нас тут есть тоже французский рынок. Ну, не французский, местный рынок. Где вот с пригородов кто что выращивают. Он временный такой, 2-3 месяца временный такой рыночек. И я туда заехала, где все там с огорода привозят. И там взяла клубничку. Такая красивая на вид клубничка в корзиночке маленькую. Думаю, ну надо же так, как все невкусно сегодня. Ну, клубничку. Угу. Помыла клубничку, взяла клубничку. Невкусно. Я себе говорю, Розана, хватит капризничать, ты просто сытая. Так а с чего сытая? Вот так, когда ты сыт, правда не знаю с чего, с воздуха, наверное, тогда тебе все... Даже не то, что не нравится, оно все невкусное, потому что ты сыт. И вот теперь, думаю, буду до завтра ждать, чтобы появилось вот это чувство немножко, как будто ты голодненький. А когда ты чуть-чуть голодненький, ты чтобы не взял, тебе все вкусно. Так что вот так вот сегодня было. Все, что не попробовала, все было невкусно. Посмотрите, что купила. Это у меня, ну я часто это покупаю, этим продуктом пользуюсь. Это для ногтей. Вот эта компания Vitry. Кто на французском, вот кто на английском хочет, пожалуйста. Вот эта компания Vitry. Вы знаете, ну никогда бы не обратила внимания, потому что такое разнообразие всегда, когда приходишь выбирать лаки, ацетоны и все принадлежности, все, что надо для маникюра, педикюра и прочее. Много очень больших компаний. Но однажды мне там, кто работница, порекомендовала, и я один раз попробовала. Я была просто в восторге от этой компании. Очень продуктивная. Работает компания. Если у вас немножко ногти попорчены, допустим, кто-то джель делает, кто-то делал акрилик раньше, ну, у кого-то свои натуральные, не такие крепкие, здоровые. То есть всякое есть. У кого-то полосочки есть, у кого-то пятнышки какие-то есть, у кого-то трещинки, ну, такие не крепкие ногти. Очень-очень хороший продукт работает. Они разные есть. Я вот, например, взяла, чтобы просто... ну, это базу ты кладешь сначала, базу это. Это для того, чтобы, ну, не было вот того,
никаких там, вот если, допустим, ноготь тут вот светлее, а здесь какой-то на конце красненький, или у кого-то там, ну, такой, ну, цвет просто ровный, чтобы был ровный, такой бланше, ну, бланшированный такой белый цвет, ну, такой ровный цвет натурального цвета лака, натурального цвета ногтя. Я этот взяла. Есть кто грызет пальцы, грызет, вот подгрызает, у кого вот здесь вот сухо бывает, или просто грызет, особенно если дети. Он бесцветный, помазали, вообще не, вот как-то что-то там такое есть. Он очень-очень лечебный, очень полезный. Это для кому вот, у кого раненые, damage. Короче, у кого не очень крепкие ногти, вот этот продукт очень хорошо работает. Ну вот я взяла, у меня есть и база, и топ, чем покрывать. Очень хорошая компания и очень хорошо работает. Вот мне этим покроет, он так и защищает, и делает его ровно одинакового цвета. И ты, когда на него кладешь лак, во-первых, защита от твоих ногтей. Во-вторых, ты, когда кладешь лак, лак равномерно ложится, очень, очень качественно ложится лак. Ну, в общем, кому надо, вот посоветовать могу с удовольствием, на мне испытанный этот продукт. Ну, купила 2 лака новых, свежих. Вот один вот такой вот купила лак. Компания Pure. Я люблю, у них роскошные, просто роскошные кисточки. Покрываешь лак, сейчас вам покажу, какая кисточка. Но вот кто делает, знает. Посмотрите, какая роскошная кисточка. Такая просто сразу к тебе на ноготь очень, очень качественно ложится. Купила, вот так захотела, знаете, вот такой вот перламутровый, просто белый захотела. Я вот сейчас после этого лака, что у меня есть, вот этот вот хочу. Он, знаете, так делает нарядно. Я его когда-то брала. Он так нарядно, новую формулу они сделали. Это Revlon, новую формулу создали. И он очень нарядно, он так ручку украшает, прям нарядненькой такой делает ее. Вот. И очень люблю вот такой. Вот у меня есть этот вот цвет. Это уже мой тоже цвет. Это мой лак. Вот иногда такой. Ой, там лаков, ладно, не буду вам все показывать. Здесь тоже очень роскошная такая, широкая, вот такая вот роскошная кисточка. Так, это. Теперь кто-то спрашивал, Розана, покажите еще раз краску, которой вы красились. Вот хочу вам сказать. Очень теплая. Я уже покрасилась и уже один раз помыла голову. Чуть-чуть краска вот что взялась, смылась. Я же вам рассказывала, как я красилась. Развела краску в руку, ну, правда, перчатки надела, немножко сюда выдавила, вот так это, и вот сделала, как сделала, где куда попало, туда попало. И цвет очень теплый цвет. Я вот не знаю, если он, как он будет смотреться, но вот на мне он очень теплый, такой цвет. И краска это вот она. Хорошо, что я не выбросила коробку еще. Это что у нас? Это L'Oréal и цвет номер P2, вот он, вот этот вот цвет, номер 2. И это что у нас? Это у нас, ну, в общем, Smoky Pink, розовый такой, как смоки такой, или роз фуме, короче, розовый. Вот это вот такой цвет. Ну, я его тут еще оставила, еще на один раз будет, я же его пополам развела. И то было много, надо было меньше еще развести. Так, следующее, что еще говорит Розана. Почему у вас все вырезы только такие? Почему вы не делаете V-образный вырез? Ну, такой вот сюда мысиком. Почему вы не делаете квадратный вырез? Ну, квадратный еще куда ни шло, еще как-то приемлемо. Но V-образный вот так вырез вообще никогда ни одной вещи не было у меня с вот этим V-образным, таким мысиком, вырезом. Он мне не идет. Ну, я так думаю, ну вот мне не нравится абсолютно, у меня ни одной вещи нет.
чтобы был вот этот вот V-образный вырез. Никогда не возьму, мне не нравится. Ну, еще квадратный как-то, и то мне тоже не особо нравится. Я люблю вот так, чтобы было закрыто. Так люблю. Так. Розана, покажите вашу ювелирку. У вас браслет. Скажу вам ювелирку. Уже лет, наверное, 15 как. Я всю свою ювелирку раздала. Не продала, я раздала. Сознательно. Не нравится, не носила, не хочу это собирать. Вот в какой-то в один момент не хочу. Сейчас вот недавно достала, и у меня есть одно, вот этот браслетик этот. Оказывается, есть еще один. Ну, хотела тоже его надеть. Я их всегда носила с этим вместе. Надеть нет, не садиться не хочу. Но у меня есть этот браслетик остался. И есть очень интересное такое колечко. Что-то поносила 3-5 дней это колечко. Тоже не хочу. Сняла. Вот просто не хочу. Поэтому показывать нечего. Вот этот единственный браслетик. Ну, я не думаю, что интересна будет история его происхождения. Я думаю, никому не будет это интересно. Это какая-то такая личная история. Да ничего интересного. И я абсолютно не фанат этого всего. И я не могу сказать, что я по жизни была, ну, да, конечно, была ювелиркой и дарили, но я не могу сказать, что я прям в этом деле, ну, фанатела. Я никогда это особо, ну, так скажем, я обходилась без этого. Мне это особо, мне как-то колечки с бриллиантами, колечки, все очень красиво, на многих нравится, многих очень украшает. Но вот так, чтобы у меня такая была, знаете, нет, у меня не было. А то, что было, я просто раздала, я раздарила. Так что этот браслетик о чем, ни о чем. А здесь, мой сайн. Кто я по гороскопу, вот здесь, вот в этом маленьком кулончике. И еще есть такой же, вот тоже не знаю, где есть такой же маленький, как от сглазика, наверное, что-то. Не знаю, где, может, его раздала, даже смотреть, искать даже не хочу где. Так что показывать нечего. Я не фанат. Мне нравится, у кого есть, и красиво, кто носит, у кого есть. Я очень к этому равнодушна, спокойно, к ювелирке абсолютно спокойно. Так, матрас. Розана, скажите, покажите, какой у вас матрас. И про подушки. Матрас вставлю отдельно. В конце видео вставлю маленький, я свой матрас сняла. Значит, компания моя, и кто-то мне написал: Розана, я живу в Торонто. Скажите, какой у вас матрас, что за компания? Компания называется Beauty Rest. Beauty Rest. Так и называется. Beauty Rest. Это компания американская. И делают они в Америке. Великолепная, шикарная компания. Я засняла свой матрасик там, просто чтобы вы видели, как это. Но в Google наберите Beauty Rest, и вы увидите всю. У меня классик. У меня классик. И, видимо, там всякие разные есть. У меня классик. И он, конечно, он не на доске ты спишь. Он, конечно, все-таки матрас, но он такой. Я даже когда просто на него сесть, он ни на сколечко не провалится. Вот слегка что-то, но он не проваливается абсолютно. Ну, я в конце вставлю, кому это интересно. И по поводу подушек то же самое. Подушки называются Memory Foam. И там никакого нет в них Memory Foam. Они у нас стоят не... Ну, есть, если подушка, допустим, $300 стоит, но эта подушка может $40 стоит, я не помню. Ну, какие-то они ни о чем. Может, 45, может, 60. Ну, ни о чем. Ну, для подушки. Если есть подушка 300, есть подушка, я не знаю, 500, наверное, есть подушки. А есть подушка вот $40-50 стоит. Поэтому Memory Foam называется. Они у нас недорогие. И я покупала тоже, кто здесь в этом континенте живет, я покупала в Costco, я их всегда покупаю в Costco. Они не часто, я 2 раза всего меняла их.
Они не часто бывают, но когда бывает, вот как-то, ну, может быть, за лет 15 я 2 раза поменяла. Взяла, один раз были, и лет через 8-10 я купила вот сейчас, ну, что-то, ну, 5 лет этой подушки, этим подушкам как-то вот так. Ну, нечего показывать. Называется Memory Foam. Memory – это память, Foam – это как фом, пена, и вата или что-то еще такое. Ну, в общем, ты ложишься, она принимает форму твоей головы. А если ты встала, она опять ровненько на место становится. Она нигде ничего не прогинается, нигде ничего. Вот ты встал, и она раз, и взяла опять форму. Вот красивая подушечка лежит, как будто бы на ней никогда никто не спал. Называется Memory Foam, показывать вот нечего. Так, Розана, как вы делаете выточки на платье? Конечно, умею выточки делать и знаю, как они делаются. И на некоторых платьях, даже те, у кого рукав цельнокроенный, все равно иногда я сзади посажу на выточки. Иногда просится посадить на выточки. Особенно, когда вот раньше я носила такие, знаете, ну немножко, чтобы форма была. Сейчас мне все равно, я не хочу, абсолютно не хочу формы выделять. Ну а вот иногда прям просится, что, ну понимаете, потому что у меня еще сама по себе спинка очень узкая у меня. У меня спинка узкая, плечики узкие, поэтому вот этот вот цельнокроенный рукав мне хоть немножко делает как-то, понимаете, здесь. Поэтому, но иногда просится посадить. Конечно, но что выточки, сзади выточки, о чем? Ни о чем сделать. И впереди точно так же ни о чем выточки сделать, когда ты знаешь, как сделать и отсюда выточку, и отсюда выточку. Но я, когда делаю не часто, это я сейчас вот перешла, знаете, делаю вот такие вот свободные вещи. А делала был период, когда я подсаживала на себя, я шила все из бурды. Вот бурда мне очень нравится, они делают выкройки. И вот я смотрю, если фасон там мне какой-то нравится, я беру там все прекрасные, роскошные эти выкройки. Так что это не сложно. Если ты чуть-чуть уже умеешь шить, конечно, ты знаешь, как сделать выточку. Ну и вот еще был вопрос, Розана. Расскажите про платье, которое вы выставили в Инстаграм. Думаю, какое я вам написала. Какое платье в Инстаграм? Я даже не... Ну, вы мне прислали сегодня на Инстаграм, и я обещала, что я вам по этому платью отвечу. Вот оно здесь. Это вот это платье, где я добавила рукава. Вот я сюда добавила рукава. Видите, какой был огромный вот здесь вот вырез? То есть он был вот здесь вот очень вот так хорошо сюда вырез. Я добавила сюда рукава, добавила низ. Вот так. Немножко его удлинила и вставила вот эти вот 3. Немножечко так вот оно. И добавила сюда рукава. Это платье я не шила. Это платье я покупала очень-очень давно. Оно здесь до конца на замочке. Конечно же, оно катоновое. Большой длинный замок почти до конца. Я его слегка... Катоновое оно. Выточки здесь есть, выточки сзади есть и на замке. А здесь вот Татьяночка. То есть ты собираешь на оборочку Татьяночка и кармашки есть. Все, платье ни о чем. Я помню, когда мы его покупали, ой, знаете, на него никто внимания не обращал. Оно такое, чуть-чуть здесь есть полосочка. И оно такого цвета, серое какое-то, не белое, не серое, непонятно какое. Оно особо никакого никогда, на него никто внимания не обращал. Но я сразу увидела, что оно сядет красиво. И я сюда добавляла, потому что там, где я в Инстаграм выставила, там эта фотография, когда оно было еще без рукавов. И я сюда добавила маленькую такую вот, такой кружавчики добавила. Оно было нежное такое на мне смотрелось. Но с какого-то времени коротковатая стала, мне захотелось сделать длину, захотелось сделать рукава. Ну, вы просили, я вам отвечаю. Ну, все, мои хорошие. Хорошей вам счастливой недели. И, конечно же, счастье вам, да, мне кто-то написал, Розана, не говорите счастье. Вот когда люблю ваш канал, смотрю ваш канал, но когда вы начинаете счастье, это как-то так звучит неестественно, и звучит искусственно, и как-то там еще. Ну, спасибо, что написали.
Я, знаете, что кто понял жизнь, тот больше не спорит. Я не спорю. Спасибо, что написали. Но хочу вам сказать, это мое естество. Мне не надо придумывать. Мне не надо заставлять себя. Мне не надо эту маску надеть. Мне не надо. Это мое естество. Мне сказать слово «счастье». Мне это мое естество. Поэтому счастья всем, счастья и хорошей, счастливой недели.